Я много путешествую на разных турендуро, и это обзор BMW F750 GS. Обычно я тестирую технику, не читая обзоров, чтобы не было ожиданий. Тут модель знакомая, и чтобы вам было интереснее, я посмотрел несколько обзоров и решил ответить на те вопросы, которые у меня остались после просмотра. Все разбираются в политике и мотоциклах BMW, но если вдруг кто-то упустил, у моделей 850 GS и 750 GS стоят одинаковые двигатели и, что называется, единая платформа, большинство запчастей идентичны. Как-то модели нужно разделять. Я их буду дальше называть восьмеркой и семеркой, чтобы язык не ломать. На восьмерке длинноходные подвески и спецованные колеса 17 и 21 дюймов. На семерке литые диски на 17 и 19 дюймов. В обзорах сквозит мнение, что восьмерка это больше эндуро, а семерка дорожник. Романтичная легенда о двух сердцах, но далека от правды. Нужно четко понимать, что семерка это удешевленная версия. Достаточно одного аргумента. Если все так, как говорят, никакого смысла душить двигатель семерки не было. Для эндуро-туриста на злой резине последнее, что нужно, избыточная мощность. Ресурсы, всеядность как раз важнее. Здесь ровно наоборот. Задушенная дорожная семерка в стоке может питаться 92-м бензином, а восьмерка 95-м, если отдельно не прошить под 92-й. Если цена не так принципиальна, единственная причина, почему имеет смысл выбрать семерку – высота по седлу. Семерка существенно ниже, с заниженным седлом высота 790 мм, с заниженной подвеской 770 мм, тогда как восьмерка даже с заниженной подвеской минимум 815 мм. Сюрприз для меня – эргономика этих моделей существенно различается. Я думал, что отличие будет только в высоте посадки и треугольник руль-седло подножки тот же самый. Но нет, если восьмерка неплохо подходит для высоких людей, то у семерки угол в колене островат. Если сравнивать с японскими конкурентами, возникает ощущение, что угол в колене у семерки лучше, но это не совсем так. К рулю, если сидеть по центру седла, нужно тянуться, поэтому удобнее сидеть ближе к баку, и в итоге угол в колене плюс-минус такой же, как у японцев. Для людей с ростом от 180 см я бы рекомендовал все-таки подкопить на более подходящую восьмерку, младший брат мелковат. Ну и, честно говоря, высота по седлу для моего роста 188 см уже слишком низкая. В городе на остановках надо ноги растопыривать, колени не отдыхают в эти моменты. После мини-путешествия на семерке вечерами болели колени и спина от неудобной посадки, на восьмерке такого не было. Причем для среднего роста в любом случае рекомендую проставки руля тоже, чтобы прямо расслабленно сидеть. У японцев кроме NC руль поближе. В обзорах говорят или что по динамике разницы никакой с восьмеркой, или что разница только на высоких скоростях, но хотелось бы конкретики. Чувствую, как мотоцикл выдает на 7% меньше крутящего момента на 4325 оборотах. Шучу, восьмерку я тестировал слишком давно для таких сравнений. Нашел замеры обеих моделей с одного диностенда, что делает данные весьма точными. Получилось, что крутящий момент процентов на 10 ниже на всем диапазоне оборотов. Максимальная мощность у семерки 77 лошадиных сил, у восьмерки 95 сил. Звучит существенно, но реально видна разница только на пиковых оборотах, до которых живые люди крутят примерно никогда. Забегу чуть вперед. Двигатель даже на средних оборотах вибрирует как сатана. В реальности его не хочется крутить выше 5000 оборотов, поэтому разница в динамике практически незаметна. Если вас это волнует, за недорого можно сделать чип-тюнинг и вернуть потерявшихся лошадей в табун без каких-либо рисков. Конечно, вы теряете гарантию, поэтому актуально только для несвежих мотоциклов. Как бонус обманите систему и будете меньше платить за страховку, чем если бы купили восьмерку. Покупаешь мотоцикл за 1 000 000, вкидываешь еще 1020 за чип-тюнинг, чтобы экономить 200 рублей в год. Звучит как хороший план. По динамике для езды в одиночку у меня нет претензий, без каких-то ощутимых провалов, в городском трафике удобный, но и нет спортивных ощущений даже в режиме Dynamic. Спокойно и комфортно, не выбиваясь из класса кроссоверов для новичков. Если надо где-то на магистрали обогнать, с пассажиром или грузом поехать, запаса хватит. На светофорных гонках мотоциклу делать нечего, но, думаю, покупатели это осознают. А вот с пассажиром мощности на низах в городе впритык или даже не хватает.
Приходится крутить двигатель подольше. Если сравнивать с японскими небольшими конкурентами, мощности больше, но видна она не везде. У японцев полка крутящего момента, как правило, ровная с низов, поэтому плюс-минус ощущения в городе те же самые. Если ездить одному, повышенная тяга у BMW ощущается на высоких скоростях где-нибудь от 110 км в час и выше, где конкуренты с меньшим объемом начинают выдыхаться. Если ездить вдвоем или с полной загрузкой, BMW ощутимо лучше уже где-то с 90 км в час. Двигатель рядный двухцилиндровый с объемом 853 кубических сантиметра, китайского производства, естественно. Двигатель с заметными вибрациями, чтобы там ни говорили и как бы ни рекламировали два балансирных вала. Когда пару часов ездишь преимущественно на низких оборотах, нормально, но начинает напрягать где-то с 4500 оборотов. На шестой передаче от 120 км в час и выше. Когда ездил попутешествовать, вечером руки и ноги слегка вибрировали, хотя 90% времени по горам ездил, где часто ограничение 40 км в час и не надо крутить двигатель. У восьмерки такого не было. Видимо, как раз большая мощность позволяла меньше крутить мотор на те самые 10-15% до появления ощутимых вибраций. Чем больше я ездил на семерке, тем больше меня напрягали эти вибрации. Особенно когда ездил не в термобелье и толстых штанах по горам, а по городу в джинсиках. Вот тут я ощутил, как двигатель обжигает бедра и вибрации в ноги отдают. Не могу сказать, что это прям совсем вибратор, наверное, где-нибудь на уровне Сверсиса или чуть похуже. Если говорить о магистральных скоростях, у всех мелких конкурентов будут примерно такие же вибрации. Стандартный глушитель, как и на восьмерке, ведро с болтами. Раздражающий и громкий, даже в берушах напрягает. Это надо было очень хотеть допродавать улучшенный глушитель, чтобы создать такое чудо. Покупайте сразу с Акраповичем, не пожалеете, исчезнет металлическое дребезжание. Правда, есть вероятность, что после покупки Акраповича звук конкретно для вас не изменится, потому что у семерки много разных пластиковых накладочек и есть склонность к дребезжанию пластика, если эксплуатировать мотоцикл по плохим дорогам. Моя любимая часть из BMW-шной луковой политики – клюв, у которого сверху прилеплен еще один клюв. В этом нет никакого смысла, но оно есть. Расход на сайте указан 4,2 литра на 100 км по стандарту WMTC, как у восьмерки, а в инструкции 4,1 литра. У меня по горам в спокойном режиме средний расход получился 4,3 литра, по магистрали 4,5. У меня на всех конкурентах плюс-минус такой же расход получался, не считая NC-шки. Вообще очень экономично езжу, на меня не ориентируйтесь. Я и литр 200 умудряюсь на диету в 4,5 литра посадить. А вот в городе без каких-либо пробок BMW ел почему-то 5 литров, конкуренты обычно менее прожорливые. Та же претензия, что и к восьмерке, слишком маленький бак на 15 литров. Почти у всех конкурентов баки по 20 литров. Для туриста даже без внедорожных амбиций мало, для каких-то бездорожных маршрутов совсем не годится. У восьмерки это решается версией Adventure, которую я и рекомендую, у семерки вариантов нет. Я даже поискал, может, выпускают для модели сторонние большие баки или дополнительные резервуары, но ничего не нашел. Видимо, прожженных дальнобоев нет, кто ездит на этой модели. Семерка в реальной жизни проезжает 300-350 километров. Повторюсь, почему это мало для туризма. Суть в том, что вы не можете в путешествии заправиться через 350 километров. 100 километров – это резерв на всякий случай. Заправка закрыта или не принимает карточки, врет топливный датчик и так далее. Реальное расстояние между заправками 250 километров. Когда на баке мотоцикл может проехать 450 километров, например, версии с Эвестром могут, тогда реальное расстояние между заправками получается 350 километров. Разница в 40%, и это речь про цивилизацию. В диких местах нужно держать больший резерв. Еще часто в обзорах ругают BMW-шные коробки передач. У меня двоякое отношение. В путешествиях, то есть когда редко опускаешься ниже третьей передачи, либо ездишь в одиночку, коробка не напрягает.
Да, громко клацает на весь район, но вполне внятно переключает. У меня не было ситуации, чтобы ложную нейтраль словил или нейтралку не мог нащупать. Можно поохать, какое же жесткое переключение, но ездить не мешает. И такой же жесткий квикшифтер, хотя тут неизвестно, виновата курица или яйцо. В одиночных путешествиях нормально работает на высоких передачах, до третьей передачи пинается. А вот с пассажиром плохо. Второй номер будет жаловаться на рывки, поэтому проще на первых передачах переключать со сцеплением и пользоваться квикшифтером только на трассе. Короче, квикшифтер не то преимущество, ради которого нужно выбрать BMW. Главное преимущество мотоцикла – подвеска. Не идеал, но заметно комфортнее, чем у японцев. Речь только про полуактивную подвеску, потому что попробовать обычную нереально. BMW на тестовых мотоциклах представляет топовые комплектации. И даже если брать в прокат, ситуация та же. И сколько я не видел, комплектации всегда богатые. Если же пытаться найти в прокате какую-нибудь Африку Twin, с высокой вероятностью это будет самая нищенская версия на механике без опций. Такой вот маркетинг. Вполне возможно, что стоковая подвеска днище, но я этого ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, как и все обзорщики. Вилка на всех версиях одна и та же без регулировок. На восьмерке та же история, но там вилка очень длинноходная, поэтому мотоцикл сильно клюет всегда, из-за чего по серпантинам или пробкам гонять так себе. На семерке вилка короткая, все равно, конечно, слегка плавает туда-сюда и клюет, но об этом не задумываешься, когда ездишь один. С пассажиром вилка начинает клевать сильнее, что уже заметно. Двигатель и тормоза мягкие, мотоцикл не провоцирует гонять на все деньги, поэтому вилка на самом деле не особо напрягает, да и у большинства конкурентов будет такая же история. Полуактивный амортизатор настраивается с кнопки на пульте. В простой версии у амортизатора преднатяг настраивается тоже удобно крутилкой, а демпфирование отверткой. На камнях и кочках вполне терпимо едет, мотоцикл скачет, как и полагается не настоящему турендуро, но в руки не бьет. Для поездок просто по ровным грунтовкам и щебенке в меру разбитому асфальту пойдет. Ругать подвеску не за что, даже принимая во внимание неперевернутую вилку с детским диаметром труб 41 мм. Это далеко от уровня восьмерки, которая действительно умеет глотать неровности по-взрослому, но для большинства ситуаций большего не нужно. У японцев в таком классе обычно совсем дубовая подвеска, и если целый день ездить в путешествии, разница будет очевидна, а в городе все равно. Если рекомендовать людям с невысоким ростом мотоцикл для путешествий по плохим дорогам, думаю, самый оптимальный вариант. Из современников есть еще прекрасный Tiger 900 GT Low, либо как более внедорожный вариант KTM 790-890 с комплектом для занижения подвески. Тормоза у мотоцикла простоватые, не ведитесь на логотип Brembo. Это, так сказать, начальная линейка Brembo, не армированные, спереди два диска по 305 мм с двухпоршневыми суппортами, сзади один диск 265 мм с однопоршневым суппортом. Если на восьмерке тормоза ватнющая вата в рамках класса, то на семерке просто норм за счет конкуренции с японцами, у которых тормоза в лучшем случае на том же уровне, но чаще хуже. Для неискушенных новичков пойдет. У европейских конкурентов тормоза лучше. Тигру восьмерка значительно уступает. Весит мотоцикл 227 кг, всего на пару кило легче восьмерки. Как восьмерка в своем классе тяжелая, так и семерка уже с другими конкурентами тяжеловата, но не так принципиально для асфальтового мотоцикла. Хотя все относительно, если сравнивать с предыдущим Tracer 700, у них разница 30 кг даже при меньшем баке BMW. Даже Africa Twin 1100 весит меньше для примера. У мотоцикла ощущается высокий центр тяжести. Чуть больше какого-то угла наклоняешь и оп, чувствуешь, как мотоцикл начинает падать, как будто бензин в баке разбавили свинцом. Обманчивое ощущение, потому что сам мотоцикл кажется маленьким, конкуренты явно дружелюбнее. Для асфальта это особо ни на что не влияет, только руками толкать мотоцикл чуть сложнее. Ну и новичкам нужно привыкнуть к центру тяжести, но на бездорожье BMW, по ощущениям ближе к литровым мотоциклам, держите это в уме. Ветрозащита очень хорошая. К ногам никаких претензий нет, в колени не дует. Стандартное стекло, конечно, насмешка.
На восьмерке стоит короткое стекло, чтобы допродавать туринговое, а на семерке стоит стекло еще ниже, чтобы допродавать восьмерку. Хотите знать, как про этот огрызок пишут BMW? 750 ГС оснащен малым ветровым стеклом, обеспечивающим достаточной защитой от ветра и непогоды во время всех ваших поездок. Поднимаю бокал за маркетологов BMW. Я вот сколько не натыкался на адвенчеры BMW, все покупают стекла от сторонних производителей, а не фирменные, поэтому для чего так BMW делает, не понимаю. Явно они на ветровиках много не зарабатывают. Могли бы сделать сразу качественное высокое стекло и смело собирать восторги о том, что это самый комфортный мотоцикл в классе. Это никак на стоимость не влияет. Это не минус, у всех конкурентов, кроме Тигра, стандартные ветровики надо менять. У семерки между рулем и стеклом большое пространство, поэтому можно поставить очень широкие стекла с идеальной ветрозащитой. Вот пример, как у кросс-турера руль в стекло упирается, шире ничего не поставишь. Есть классные варианты ветровиков и вообще тюнинга. У конкурентов, что ни говори, такого ассортимента нет. Например, Wunderlich делает симпатичные стекла только под BMW. Или, например, телескопические боковые кофры с возможностью менять ширину, которые аккуратно облизывают глушитель. Слева большой, справа поменьше. У японцев таких решений нет, и можно довольствоваться только универсальными кофрами. Крепления стекол для семерки и восьмерки совпадают. Модели настолько популярны, что какой-то тюнинг можно купить на Авито или eBay и после продажи мотоцикла отдельно за ту же цену продать. Стандартное седло такое же, как на восьмерке. Сама форма для водителя хорошая, плоская, с возможностью сидеть в разных положениях, но на семерке седло ощущается более жестким и не суперкомфортным. На восьмерке проблем особых не было из-за очень комфортной подвески. Не самая лучшая по комфорту, но пойдет, хотя я слышал мнение, что седло и там жесткое. На семерке воспринимается скорее терпимым, лучше, чем у большинства японцев, но ни разу не премиум. Чтобы дальше переходить к удобствам, нужно сказать, что многие вещи присутствуют только в богатой комплектации. Как я уже говорил, во всех тестах мотоцикла в максимальной комплектации, сильно отличающейся от базовой. Например, не все знают, что в базовой версии нет TFT-экрана, который во всех роликах фигурирует. Базовая приборка вполне удобная, но, мягко говоря, не обладает теми возможностями, что есть у полноценной версии, и выглядит винтажно. Также только в опции круиз-контроль, квикшифтер, продвинутая фара, многоуровневый трекшн-контроль, наклонный ABS, расширенные режимы двигателя, подогрев ручек, бесключевой доступ, полуактивный амортизатор, датчики давления в шинах, защита рук, защита двигателя и так далее. Здесь есть несправедливость в том, что смотрите вы всегда на прокачанную версию и пытаетесь сравнить ее с простыми версиями японцев, даже если вам типа ничего не надо и нужна базовая версия семерки. Я это ощутил в полной мере, когда тестировал два разных КТМ 790. В полной комплектации мотоцикл воспринимается иначе, чем голый, где наглядно видишь, что он ничем не отличается от мотоциклов подешевле. У BMW хотя бы свет очень крутой для своего класса, даже в базовой версии. Во-первых, он весь на светодиодах, и во-вторых, четко настроен. Переходим к экрану. Я во всех роликах говорю, что у BMW лучший дисплей среди конкурентов до литра. Чтобы сейчас не повторяться, лучше расскажу про навигатор. Мотоцикл у меня на тесте был избыточно долго, поэтому после того, как путешествовал и все режимы протестировал, ездил по своим делам с навигатором, зная оптимальные дороги и варианты от Google. С TFT-экраном можно без полноценного навигатора выводить подсказки на экран через приложение и дублировать в гарнитуру. Гарнитурой я не пользовался, и сколько мнений не слышал, все говорят, что Bluetooth соединение через мотоцикл глючит. Так вот, для навигации нужно установить приложение BMW Connected и скачать карту региона. После соединения на экране также будет отображаться лимит скорости. В инструкции этот режим именуется как распознавание дорожных знаков. Ох уж эти маркетологи. Никакие дорожные знаки мотоцикл не умеет распознавать, а отображает лимит скорости, взятый с карт. Само качество карт у навигатора BMW довольно примитивное, я бы такой информации полноценно не доверял. Например, у меня недалеко от дома навигатор показывает лимит 90 км в час, хотя там 50 км в час. Сама карта неполноценная.
Например, Леруа Мерлен через поиск смог найти, но пришлось еще название города дописать, иначе он показывал магазин в другом городе. А огромный Декатлон не знает. Про мелкие заведения я вообще молчу, ничего не нашел, что я пробовал поискать. Адрес дома вбивал, он тоже почему-то нашелся в другом городе, а не в том, в котором я искал. Режим поиска заправок упоротый. Как делают нормальные навигаторы? Либо отображают все заправки на карте, либо показывают, какие заправки по пути. Часто еще дополнительно пишут, сколько километров до заправок, чтобы можно было понять, хватит бензина или нужно менять маршрут. Как у BMW, построил маршрут, тыкаю в меню «Автозаправочная станция», и навигатор показывает единственную ближайшую заправку, хотя к ней ехать в противоположную от маршрута сторону. Сказать навигатору, чтобы показал другую заправку или как-то повлиять, нельзя. И я точно знаю, что по маршруту недалеко есть несколько заправок. Если уже к самой заправке подъехать и там искать, навигатор ее покажет. То есть сам алгоритм поиска примитивной карты ни при чем. Маленькую дорогу к мусорному полигону на карте видно и подписано название улицы, но при попытке проложить путь пишет, что не может построить маршрут. По центру города маршрут проводит там, где запрещены повороты налево, направление односторонних улиц не знает. На видео сейчас предлагает через тротуар поехать, и это не единичный пример. Когда маршрут прокладываешь, нельзя выбрать из нескольких вариантов на лету, но можно в настройках выбрать короткий или быстрый режимы. При выборе быстрого режима навигатор всегда тянет на магистраль, хотя Google считает, что по городу получится быстрее. Короткий режим придерживается философии паркура и ведет напрямую через дворы и цыганские районы. Из-за обилия поворотов получается долго и неудобно, зато узнаешь новые места в городе. Можно еще импортировать треки, хотя по трекам ехать и не видеть их такое себе, они обычно сильно схематичны и имеют мусорную информацию, когда при записи трека человек куда-то заезжал, весь смысл следования по треку теряется без визуализации. Как отображается навигация, мне нравится. Крупные подсказки на большей части экрана, вся остальная информация становится мелкой. Но вот узнать, через сколько километров поворот, а это самое важное в интерфейсе навигаторов, такого нет. Информацию покажут только за пару минут до маневра. Причем даже на карте в приложении такой информации нет, показывает только дорогу без каких-либо пояснений. Лично для меня такая навигация, что есть, что нет, пользоваться ей я бы не стал. И опять похвалю Триумф, которые не играют в картографов, а берут карту от Гугла, которой нормально можно пользоваться как для ежедневных задач, так и для путешествий. Можно выбирать режимы езды. По умолчанию есть только два режима – Road и Rain. Как и в случае с восьмеркой, смысла в использовании чего-либо кроме Dynamic нет. Даже в этом режиме мотоцикл спокойный и не бывает ситуаций, когда байк вырывается из-под ездока. Если стоит полуактивный амортизатор, можно настроить режим работы амортизатора и преднатяг в зависимости от загрузки мотоцикла. Есть раздел с различной статистикой по мотоциклу. Схожий функционал статистики есть и в приложении. Одна из тех вещей, которые продают мотоцикл, но не имеют практического смысла. Слева от экрана есть розетка на 12 вольт стандарт 1. В инструкции еще пишут, что существует опциональный разъем USB справа, но сколько я семерок не видел, никто не ставил. На протяжении всего видео наглядный пример, чем плоха розетка стандарт 1. Я посеял где-то свой адаптер, пришлось повесить пауэрбанк и заряжать телефон по старинке, потому что на заправках найти зарядку для такого разъема нереально, если только вы не в Германии. Я даже специально заезжал в местный китайский магазин, где есть вообще все. Висит штук 20 USB адаптеров под обычный прикуриватель, хоть с запахом клубники, хоть с усиками, и ни одного DIN. Чтобы не перехваливать Триумф, отмечу, что у них такой же стандарт. Для некоторых операций с меню или в режиме Bluetooth соединения требуется взаимодействовать с фирменным кольцом всевластия на левом пульте. Сомнительный интерфейс, мне больше нравится аккуратный джойстик, который заменяет весь функционал колеса и кнопку меню. При этом размером как раз кнопку вызова меню. Проблема не в удобстве управления колесом. Из-за колеса пульт с кнопками относительно нормальных мотоциклов сдвинут на пару сантиметров. У меня не маленькие руки и длинные пальцы, из-за которых меня в детстве на фортепиано отдали. И даже мне неудобно поворотником пользоваться.
Направо поворачивать еще нормально, налево нужно руку чуть отрывать от грипсы. Каюсь, на восьмерке я только путешествовал, поэтому мне это не показалось какой-то уж проблемой. На семерке я много ездил по городу в плотном трафике и полностью проникся. Суть в том, что в городе у тебя часто зажато сцепление, и так включить левый поворотник гораздо сложнее. Такая же проблема с кнопками круиз-контроля. В сторону возобновления круиза или уменьшения скорости более-менее удобно указательным пальцем нажимать. В другую сторону для установки скорости или ее увеличения, где нужно большим пальцем тыкать, неудобно. Для примера, вот как на других мотоциклах, обратите внимание, насколько ближе джойстик поворотника. Как угодно держишься за грипсу и спокойно достаешь. Знаю, вы думаете, что я опять придираюсь, и у меня формат такой, красноречиво ругать мотоциклы на потеху публики, русский стиль обзорщиков, так сказать. Это не так. Я стараюсь всегда показывать поворотник, даже если никого вокруг нет, да и я никуда не собираюсь поворачивать. Когда ездил на BMW, пользовался поворотником только по понятиям в совсем необходимых ситуациях, потому что неудобно. Кажется, я начинаю понимать, почему БМВшники так специфично ездят. С подогревом ручек все хорошо, вполне удобно пользоваться, 3 режима мощности. Родной подогрев на других мотоциклах часто работает еле-еле, здесь на максимуме жарит как надо. Напомню, что подогрев ручек мало полезен на трассе, если на мотоцикле не установлена защита рук. Тут ее только как опцию можно докупить, берите тогда уж сразу стороннего производителя. Зеркала неплохие, нет заигрывания с острыми треугольниками, поэтому обзор нормальный. Эта центральная подставка, насколько я понимаю, оригинальная. С одной стороны, удобная тем, что на нее действительно даже девушка в состоянии мотоцикл забросить. Кстати, когда снимаете мотоцикл с центральной подставки, не забывайте убирать боковую подножку. Есть не нулевая вероятность, что когда будете отпускать мотоцикл, нога окажется под подножкой. С другой стороны, центральная подставка торчит, и если не слезая с мотоцикла выталкивать его назад, перебирая ногами, как раз ногой по подставке бьешься. В обзорах встречал мнение, что мотоцикл широкий. Не знаю, откуда это взялось, он по ключевым габаритам практически такой же, как японские конкуренты. Руль 85 см, зеркала 89 см. Разница с японцами в лучшем случае пара сантиметров, не так уж существенно. Бак широкий, да, но не настолько, чтобы хоть какое-то значение в пробках иметь. У восьмерки габариты чуть пошире, особенно в версии Adventure, или хотя бы со стандартной защитой рук. Из-за меньших колес и ходов подвесок мотоцикл короче, чем восьмерка, в том числе существенно короче колесная база и меньше вылет, как раз на уровне Вестром. Более юркий и маневренный, чем восьмерка. Про надежность мотоцикла. Известно, что мотоциклы BMW не славятся надежностью, но тут превзошли ожидания. На самом старте продаж была отзывная кампания по моторам, и все узнали, что эти двигатели делают китайцы. Защитники BMW тут же стали говорить: «Ребята, все в порядке, на BMW давным-давно китайские моторы, мы просто об этом забывали сказать. Все починили, покупайте». Окей, прошло еще немного времени, началась вторая отзывная кампания из-за неправильно установленных шатунов. Также была отзывная кампания по неправильной работе стоп-сигнала. BMW старается не светить эту информацию, называя это безобразие не отзывными кампаниями, а гарантийными акциями. Чувствуете, да, как восприятие меняется? Безусловно, отзывные кампании — это нормально. Даже у святой Хонды нет-нет, да что-то выскочит, но не по 6 гарантийных акций, что для мотоциклов BMW в порядке вещей, просто стараются не афишировать это. Если для вас стакан наполовину пуст, поймете все про контроль качества BMW. Если стакан наполовину BMW, будете продолжать думать, какие баварцы молодцы, что каждый день улучшают двигатель. Плюс конкретно для России в том, что BMW единственный, насколько я понимаю, у кого гарантия на 5 лет. В Европе такими условиями не удивить, но в России у других марок 2 года и давай до свидания. Минус – европейская стоимость обслуживания. В Европе это не проблема, потому что между официалами и мутным гаражом Дона Педро принципиальной разницы в цене нет. А в России, покупая японцев, я слезал с гарантии, потому что обслуживание у официалов, во-первых, дорогое по российским меркам, а во-вторых, ездить к ним неудобно. В-третьих, отзывные компании, если и случаются, у нормальных марок распространяются на негарантийные мотоциклы.
BMW эксплуатировать без гарантии я бы не стал. Второй однозначный плюс BMW – сервисные центры в Европе в каждой дыре, что позволяет безбоязненно путешествовать, да и в России сеть пошире. Как бы я ни любил Триумф, но с дилерской сетью у них печально. Итоги. До теста у меня было положительное отношение к семерке, потому что о восьмерке впечатление в целом приятное. Типа да, семерка дороже процентов на 20, чем Вестром, зато понты, чуть больше комфорта и возможность поставить какие-нибудь полезные опции. Да, возможностей восьмерки нет, но они мало кому нужны, зато управляемость чуть лучше. Реальность слегка подпортила впечатление, мотоцикл переоцененный для своих качеств. Если рассматривать голую версию и рост подходящий, каких-то существенных плюсов относительно Вестром версии NC в городе я не вижу. На дальниках, да, больше комфорта, но и не принципиальная прям разница. Если хочется чего-то более премиального, как раз будет прямая конкуренция с Tiger 850 Sport и Tiger комплексно уделывает BMW. С низким ростом, да, семерка хороший вариант. Это сейчас была речь про Европу, потому что в России цены плохо коррелируют с мировыми, и непопулярные модели мотоциклов стоят дороже, чем в Европе, тогда как BMW иногда показывает цены ниже европейских. Показывает, потому что на момент записи на Автору нет семерок дешевле миллиона, да, не в базовой комплектации, но все же. В максимальной комплектации мотоциклы висят за 1 200 000. За тот же самый миллион на том же самом Автору сейчас можно купить новую восьмерку в полной комплектации, что сюрреалистично. Если успеете, очень хорошее предложение. А новый Tiger 850 Sport предлагается за 929 000 рублей. То есть по факту дешевле, чем семерка, при том, что там другой уровень комплектующих. Правда, сколько бы я ни хвалил Тигра, сколько бы журналов не присуждали ему первое место, все равно все бегут за переоцененными BMW с китайскими моторами. Даже по обзорам видно, Триумфы собирают меньше всего просмотров, совершенно несправедливая ситуация. Мне всегда любопытно, с чем реальные люди, а не журналисты, сравнивают мотоциклы. Лайфхак. Если в Ютубе к названию модели добавить VS, можно увидеть популярные запросы сравнений. Давайте блиц сравнений устрою. Если вам понравится такой формат, дайте знать в комментариях, мне несложно в конце обзоров так делать. Первое место – семерка или 850 GS. Тут понятно, если задаетесь таким вопросом, берите восьмерку, она всем лучше, но не всем подойдет по росту. Восьмерка действительно универсальна, на ней можно отправиться куда угодно. Второе место – семерка или КТМ 790 Adventure. Я в любом случае выбрал бы КТМ, у него тормоза лучше, он более динамичный, он гораздо легче за счет низкого центра тяжести. По комфорту уступает, но можно заменить стекло и седло. Будет неплохо, а вибрации есть что там, что там. Электроникой КТМ тоже можно нафаршировать. У 790 большие проблемы с надежностью, но семерка тоже далека от идеала. КТМ, как и восьмерка, мотоцикл на вырост. На нем можно поехать в дебри, какие не снились подавляющему большинству тур-эндуро. Третье. Семерка или Honda NC 750X. Honda помедленнее, тормоза похуже, дубовая подвеска. Если эксплуатировать преимущественно по городу, NC удобнее и практичнее. Для путешествий BMW за счет большего комфорта гораздо лучше. Четвертое. Семерка или Tiger 800. Однозначно Tiger просто во всем лучше. Здесь хорошее сравнение на самом деле, потому что цены на эти БУ мотоциклы идентичны, при этом Tiger изначально выше уровнем, просто быстрее теряет в цене. БУшные Тигры вообще одни из лучших по соотношению цены и качества. Пятое. Семерка или Versys 650. Versys дубовый и чуть менее мощный, отсутствует любая электроника. Если в деньгах разницы нет, все-таки лучше семерка. Если денег впритык, между этими мотоциклами не такое принципиальное различие, чтобы переплачивать за BMW и обслуживать японца дешевле. Шестое. Семерка или Tiger 900. Однозначно Tiger – мотоцикл с другим уровнем оснащения. Седьмое. Семерка или 1200 гусь. Тут неоднозначно. Если чисто для города, 1200 все-таки избыточный, на нем не особо весело по пробкам ездить. Где-то по пересеченной местности тоже спорно из-за веса и высокого центра тяжести. С семеркой проще управляться. В остальном 1200 на другом уровне комфорта и динамики, естественно.
Ну и максимум понтов, даже если модель старая, будете как тот чувак из Мулен Руж. Если планируется частая езда с пассажиром, однозначно надо брать 1200 даже для города. 8. Семерка или Yamaha Tenere 700. Честно говоря, хотел бы посмотреть на людей, которые это запрашивают. Абсолютно разные мотоциклы по концепции и габаритам. Tenere 700, во-первых, не подходит для людей со средним ростом, а BMW, наоборот, не очень удобный для высоких. Ну и сам Tenere 700 – аскетичный и надежный снаряд, заточенный на путешествие по бездорожью, без какой-либо электроники. Чисто по городу на Tenere ездить так себе затея, он немного неуклюжий, особенно в междурядье, наваливать по серпантинам на нем тоже не очень, как на любом почти эндуро. Сравнивать Tenere можно только с восьмеркой. 9. Семерка или Yamaha Tracer 700. Трейсер простой, надежный, юркий, узкий, ультралегкий, с жесткой, почти спортивной подвеской, с низкой грузоподъемностью для эгоиста, но принципиальное отличие – у него отсутствует возможность съезжать с асфальта. Семерка – более универсальный мотоцикл с хорошей грузоподъемностью, который можно обвешать кофрами и уехать в закат. Чисто для города Tracer 700 вполне неплохой, но в класс кроссоверов с трудом вписывается. Обратите внимание, что никто не запрашивает сравнение с Вестром, хотя это похожие мотоциклы, и я бы лично выбрал Сузуки. И еще у меня есть хорошая и плохая новость. Из-за коронавируса запрещено выезжать за пределы автономии, поэтому часть среднекубатурных моделей, которые находятся далеко, я оставлю на потом. VFR 800X, CF Moto и так далее. А теперь плохая новость. Если не успею протестировать КТМ 890 Adventure, следующий выпуск в серии может быть, наконец, обещанным сравнением всех актуальных среднекубатурников. И дальше перейду к большой кубатуре. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и не переключайтесь.